Итак, глава 7, дом. Наконец-то мы добрались до дома этого самого профессора. Или, ну, короче, бородатого мужика, если помните. Так, лампа. Это лампа. Хорошо. Абстракция. Треугольник из кубов, весь в кругах. Треугольник из кругов, но он весь в кругах. Лучше не смотреть, а то меня вырвет. Ну да ладно. Так, боже, а я хорошо с ней поработал. Как фраза из какого-то порнофильма, господи, меня прости. Так, сломанная дверь. Опять абстракции. Пыльный отпечаток. Видно, не хватает винтовки. Часики. А он знает толк в стиле. Ну, симпатично. Опять абстракция. Куча толстых книг. Ни одной загогулины, я все равно... да что ж такое? Я кардинально не успеваю читать. Тут довольно темно, но я уверен, что все это одни и те же книги. Да, очень толстые. Не думаю, что Ламберт расстроится, если я возьму одну, что ли. Так, это копия одной и той же книги. А что здесь? Кажется, раньше тут висело ружье. Ты наблюдательный, Джо? Он мне поможет. Как раз света не хватает. Ага, то есть можно или нужно разжечь. Опять абстракции. Ничего не видно, но уверен, что это ковер. Какой-то жесткий, как лошадиный ворс. Наверное, шкура какого-то животного. Большое пианино. Это все, что он может сыграть, к сожалению. Джо наш не самый музыкально одаренный. Так, но очень похоже на соседнюю картину. Какую соседнюю? На вот эту? Да не сказал бы. Итак, ну, взаимодействовать мы тут можем... Ага, вот здесь полки. Ничего интересного. Давайте вернемся сюда. Может, здесь все-таки что-то будет. Кроме картин. Ага, вот здесь еще абстракция. У них верхние, похоже, все. Так, что-то он чешет. Ага, комод, может, в ящике. Тут только коробок спичек. Ну так бери, прекрасно. Могут пригодиться. И тут осталась только одна. Побрякушки, скрепки, ничего полезного. Ну, опять Red River, кстати. Знакомый бренд, мы уже с ним сталкивались. Давайте разожжем каминчик. Может, это как-то нам поможет. Видно, что вот здесь, кстати, горело. И один шанс. Нужно поискать, что происходит. Ну не книги. Ну не книги. Ах ты ж гад. Охренеть. Старые книги помогли. Ага, шкура зебры. Я думал, медведя. Славный ковер. Погодите, под ним что-то есть. Люк. Но люк закрыт. Ручки нет, да и места под нее тоже. А если нас играть на пианинко? Что-то мне подсказывает. Очень стильная. Так, не умею играть. Может, картина что-то похоже на соседнюю. Так, может, смогу чем-нибудь поддеть. Чем же мы сможем поддеть? Прикладная физика, там многообразие. Ох, ему это не понравилось, что я только что поджег кучу книг. Да и мне это не нравится, Джо. Вот поэтому ты и работаешь уборщик, не то, что книги жжешь. Штопор. Так, ну это уж становится слишком просто, да? Вкручиваем штопор, превращая его таким образом в отличную ручку. Да? Именно так. Ведет в подвал. Ну что ж. Профессор, судя по всему, от нас прячется. Я почему профессором называю? Только сугубо из-за бороды. Так, нет бутылки. Слишком много вина для одного.
Одной бутылки не хватает. Ну, наблюдательный. Ух ты, звучит дорого. Так, план дома с множеством заметок. Ламберт планирует грандиозный ремонт. Что бы это все могло значить? Так, радио, лампочка, сразу вижу, можно взять. Лампа из солярия. Думаю, даже ученые хотят быть красавчиками. А я думаю, с помощью этой лампы мы зарядим нашу машину. Что здесь? Простая настольная лампа. А если заменить? Это никак. Так. Что здесь? Довольно научно. Чертежи. Чертежи машины времени. Конечно, я не инженер, но тут так написано. Много сложных чертежей выполнены достойно. Так, чертежи машины времени. Что здесь еще можно? Чем разжиться? Электрических запчастей. У нас Джо не самый гений, поэтому... Ага, ведро. Что в ведре? Слишком долго работаю уборщиком, не могу пройти мимо ведра и не посмотреть, не нужно ли его вынести. Я думаю, Джо, ты посмотришь туда по другой причине. Так, простая настольная лампа. А здесь что? Не знаю, для чего это. Никогда прежде такой штуковины не видел. Похоже на водолазный колокол или подводную лодку. Вот это похоже на подводную лодку. Ой, Джо, ты меня расстраиваешь. С каждой секундой в этом доме ты меня расстраиваешь. Так, тут есть изображение бутылки. А, дверь. Почему мы сразу не попробовали сюда попасть? Да, не очень крепкая. Так, картина, бутылка. Может взять бутылку и переложить? Или лампу сюда засунуть? Думаю, стоит попробовать по-другому. Ну, возможно, Джо, возможно. Так, давай вылезем. Может, где-то можно вкрутить там. Там наверху. Так, а тут лампа была вот здесь. На входе сразу была лампа. Отсюда мы, кстати, выйти можем? Боже, а я хорошо с ней поработал. Нет, выйти не можем. Ну, по крайней мере... Оуе! И зарядился наш приборчик. Машина времени снова работает. Класс. Так. Топор. Топор. Но отсюда мне его не достать. Довольно толстые лозы. Так, выйти... Все равно не выйти. Лучше это сделать внутри дома. Так, в этом времени Ламберт... Ага. Застряла. Ну что ж. Возвращаемся сюда и смотрим, что в этой комнате. Так. Ого. Преобразилась здесь, конечно. Но, судя по всему, профессор-то жив. Похоже на систему сбора воды. Овощи, должно быть, ими он и питался. Да, чувак знает, как пережить зомби-апокалипсис. Кажется, им пользовались уже очень давно. Грядки, ветряк. Овощи, палочка какая-то. Возьмем. Сухая ветка, и я более странным вещам применение находил. Так, овощи, овощи, овощи. В общем, ничего интересного. Разве что... Нет, не сорвет. Давай сюда и вниз. Ну и здесь проверим. Ого. Кардинальненько заперта. И разве она не должна быть деревянной? Да, была когда-то, Джо. Ты все-таки наблюдателен. Как черт. Так, еда, огнетушитель. А он намного легче, чем я ожидал. А постойте, это тот самый тип огнетушителя, который сначала надо заполнить водой. Это ж какой такой тот самый? Я таких не знаю.
О, а если я вылезу, у меня получится открыть отсюда? Теперь тут висит замок. То есть замок внутри висит, значит он где-то здесь. Наш профессор талант. Это тоже закрыто? Ага, теперь остальные, полагаю, Ламберт все лучше. Нас это не остановит. И эта штука уже доделана, да? Сферическая штуковина. Здесь у нас что? Бочка. Она полна маслом. А наполни-ка огнетушитель маслом. Не знаю зачем. Сделал его огнеопасным. Отлично. В этот раз ты превзошел себя, Джо. Думаю, пора начать писать речь на церемонии вручения Нобелевской премии, потому что это выше... Ну вот хоть слово оно не успеем прочитать. В последнее время моя жизнь зависела только от моего умения крепко держаться, так что не стоит маслить руки. Хорошо, не стоит, Джо. Маленькая проявочная, красная лампа, фотооборудование, проявитель, да тут все есть. Оборудование для семейных фото, интересно, для чего оно Ламберту. Да, кстати, очень интересно, зачем ему большое здание. Стойте, я узнаю, я там работаю, это Архонт. Опа! Это уже как-то... Лифт, кстати. Я вижу надпись лифт и холл. Это, наверное, вот где-то в этом помещении мы нашли мертвого профессора, вот этого бородача. Кажется. Марк 2. Этот чертеж очень сложный, и форма машины уже похожа на ту, что у меня. А, ну да. Весьма, кстати, похоже. Так. Ну, больше здесь ничего. Кроме загадок мы получили много новых вопросов. Ух ты, блин, вот это дела. Согласно этим чертежам, это первая версия машины времени Ламберта, но, похоже, ей уже давно не пользуются. Если вот это первая версия, а вот это вот вторая, мне скорее кажется, что вот это первая, а вот это 600-я. Ну да ладно. Так. В таком состоянии я бы с ее помощью никого даже в следующий вторник не послал. Хорошо. Высокотехнологическая штуковина. Давайте тыкнем ее палочкой. Нет, не палочкой. Ага, можно лозы, наверное, побрызгать маслом. Давайте выберемся и попробуем побрызгать лозы маслом. Может даже поджечь. Да, видно, кстати, вон дверку. Или сюда. А ну-ка, если сюда. Я не хочу тушить огонь. Так у нас же огнетушитель вроде с маслом. Нет? Не загорается. Нужно ее чем-то... Так, я был уверен, что я набрал масло в огнетушитель. Видно, я ошибся. Давайте еще раз. Что он скажет? Сделать его огнеопасным? Отлично. Так, значит, он меня просто подколол, гад эдакий. Я уж подумал. Так, теперь он весь в масле. Значит, можно поджечь. Можно поджечь, а где-то можно будет потушить. Где поджечь, я знаю. А вот где набрать воды... А, да. А ну давай. Здесь воды можно набрать. Это ж... Заполнил водой. Отлично. Ну, чисто на всякий случай. Раз мы что-то подожжем, то лучше иметь возможность что-то потушить. Хорошо, что я не придумал. Пора бы вспомнить. Ну, блин. У меня мозг рвет тем, что я не успеваю читать до конца. Так, жмем кнопку и сжигаем нахрен телевизор. Давай. Так. Да, теперь туши. Звук, как будто он тушил это не из огнетушителя, а из другого какого-то отверстия. Так, опять сюда. Теперь сюда. И ту хилую дверь, наверное, мы сможем прорубить.
Если, конечно, Джо у нас силушку-то не растерял. Уборническую, давай. Прям сияние. Here's Johnny. Ага. Спальня. Здесь уже цветочки. Абстракции. Все равно в одно и то же место. Ну что ж. Что здесь? Полка. Пара тетрадей. 11 марта 71. Я приготовил тетрадь для записей прогресса в случае того, если со мной что-то случится и кому-нибудь придется продолжать мои эксперименты. 16 июня 71. Подготовительные планы для создания собственного ПХИ закончены. С этого момента я буду определять как машину времени. Можно будет создать только в срок около 3 лет. Конечно, если не брать на рассмотрение неудачные попытки. Тут стоит пара тетрадей 11 марта 71. Я приготовил... да. Все тоже. Кто-то следит за этими рыбками. Ламберт где-то рядом. Ну да, рыбка живая. На ту рыбку, что я скормил ужасу у крыльца. Теперь мне жалко рыб. А до этого тебе же рыбку было не жалко. Ах ты сволочь бессердечная. Лавовая лампа. Блин, люблю я их. Так, где мне может пригодиться лавовая лампа? Маленький замок или водолаза. Я принесу их тебе. Так, давайте проверим заодно сразу вот это. Ага. Если бы я спал на такой кровати каждую ночь, я был бы довольно раздражительным. Что здесь? Так, 18.72. Никакого прогресса на этой неделе. 2 месяца холодных ночей назад тот глупец пробил дверь моей спальни, а прошлой ночью меня чуть было не задрал медведь, так что я наконец сделал новые двери. Посмотрим, как он через эти пробьется. Кстати говоря, он дает новое толкование термину «защищено от идиотов». Так, еще раз. Так, 3 июля 85-го. Это все математика, против нее не пойдешь. Я в жизни не смогу построить источник энергии в 1,21 гигаватта для питания нынешней конфигурации. Сдаюсь, все сначала. Пора начать с чистого листа. Я хожу кругами и каждый раз вспоминаю ту карманную версию, показанную мне этим идиотом. Как я вообще ее изобрел? Оу. Вот это было обидно. Успех! С помощью фотооборудования, которое я нашел в марте, я сумел уменьшить размер изготавливаемых плат и элементов. После того, как я переработал и собрал компоненты, новая версия машины смогла запуститься от сравнительно небольшого дизельного генератора. И, наверное, что-то еще должно быть. 99-й. Вот такие дела. По правде сказать, не думал, что буду отмечать начало нового века в богом забытой дыре посреди болота. Я никогда не любил вечеринки, но сейчас, если бы мне выдалась возможность, я бы все отдал, чтобы валять дурака с другими людьми, а не смаковать эти уходящие моменты старого века в компании вареной капусты и бутылки дешевого мерло. Ты же вино гонишь, почему дешевое мерло? Все? Давайте еще. Так, никакого. Меня чуть было не задрал медведь. Ну, офигеть, мы пробили дверь, а его чуть было не задрал медведь. Что за медведь такой? Немножко уюта. Мы что-то увидели? Странно, похоже, эта бутылка не из стекла, даже пробка, кажется, нарисована. Да, похоже на металлическую. Странная бутылка. Возвращаемся в пробитую дверь. И мне кажется, вставляем бутылочку вот сюда. Вот тебе надо. Тут секретный ход за полками. О, блин. Stop right there. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here,
or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you! 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an something, chrono. It's a time machine. I Ну не отдавай же gave её. you that? Yes! Ну вот. I've never seen anything like it. Она. But on the back, that's my family signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. Борода у него, конечно, зачетная. Что тишина у него молодого такая же была. I was 24 when I got hired by Archon, 24. or Athena, as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports,
Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trial must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside.
On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Что-то мне подсказывает, что мы явно встретим раннюю версию самих себя. И я до сих пор не могу... I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Машина времени, тебе хватит времени, друг мой. Прошлой ночью. Я знаю, что вы сделали прошлой ночью.